Без доната трудновато. Это то, как мы с Максимом увидели этот подвальчик. Это вот свежими глазами мы вложили все наши фишки, мы вложили все наши деньги, которые были только в наличии у церкви, в это помещение. Оно было совершенно нереально выглядело, заброшенное и прочее, прочее. И мы поняли, что нам необходимо испытать щедрость Бога. И мы увидели щедрость Бога, мы испытали щедрость Бога, мы обратились к людям. И люди с разных концов земли, и большей части отсюда, откликнулись на это. Мы испытали эту щедрость. Но мы также хотим еще раз испытать. Нам мало, мы хотим новый опыт щедрости Бога в нашей жизни. У нас есть мечта. У нас есть мечта подарить новый дом для этой церкви, подарить новому поколению. И для этого предстоит огромная задача. Мы с вами сегодня обратимся ко второму посланию Коринфянам, 8 и 9 главы. Мы с вами прочтем практически 2 главы, чуть меньше 1,5 главы. И мы попробуем разобраться, какую программу намечал для сбора пожертвований апостол Павел. И пусть его задача была немножко другой, чем наша задача, но в целом и апостол Павел, и мы совершаем одно и то же дело для Господа. Мы с вами прочтем 16 стиха 8 главы по конец 9 главы. Мы начнем отсюда, я буду читать в переводе Российского библейского общества. Апостол говорит: «Благодарение Богу за то, что Он вложил в сердце Тита ту же усердную заботу о вас. Он весь полон рвения и отправляется к вам по своей воле, а не только потому, что исполняет нашу просьбу. С ним мы послали еще одного брата, его высоко ценят все церкви за служение радостной вести. Кроме того, на то время, пока мы занимаемся этим благим служением, во славу Господа и в знак нашего усердия церкви назначили его нам в спутники. Ведь мы стараемся никому не дать повода попрекнуть нас тем, как мы распоряжаемся такими большими деньгами. Мы заботимся о том, чтобы все было безупречно, причем не только в Божьих глазах, но и в глазах людей. А с ними мы послали еще одного брата из наших. Мы неоднократно убеждались в его усердии, притом в самых разных обстоятельствах. Теперь у него усердие еще больше, потому что он очень на вас полагается. Что касается Тита, то он мой спутник и сотрудник во всех делах, связанных с вами. А что касается остальных братьев, то они посланцы церквей, а не слава Христа. Пусть все церкви увидят вашу любовь к ним и узнают, что мы гордимся вами по праву». Прошлое воскресенье Талант начал свою проповедь с объяснением терминов на греческом языке, на арамейском. И вот что мы узнали, что главным термином, главным словом в этих главах, 8 и 9 главах, является греческое слово «харис». «Харис», которое очень многозначно и может означать массу самых разных вещей. Ну, например, это слово в первую очередь мы воспринимаем как благодать. И благодать, может быть, уже заезженное слово, мы теряем его смысл. Благодать – это добрый дар, это благой дар. Благой дар Бог по своей великой милости дает нам дар спасения. Это дар, который мы получаем даром. Дар, который мы получаем исключительно по милости Бога. И этот дар заключается, что Сын Божий Иисус умер на Голгофском кресте для того, чтобы мы стали с вами частью семьи Бога. Это значение слова «харис». Другое значение слова «харис», очень близко связанное с этим, это не только щедрый дар Бога, это наш щедрый отклик на щедрый дар Бога. И Российское библейское общество переводит здесь слово «харис», а буквально на греческом наш отрывок начинается так: «Харис Богу». Павел посылает харис Богу, благодарение Богу, спасибо Богу. И начинает разговор о этом финансовом служении. А затем он использует то же самое слово через несколько предложений и говорит: вы занимаетесь этим
благим служением вы занимаетесь харис. Харис может означать финансовые пожертвования. То есть это не только смерть Иисуса на кресте, это не только наш благодарный отклик на смерть Иисуса во Христе, это также наше участие в финансовом служении. Павел продолжает и говорит: ведь нам в сущности писать вам излишне о помощи святому народу Божьему. Я знаю вашу готовность, я хвалился перед македонянами. Ахая, дескать, еще с прошлого года готова, и ваше рвение подстегнуло большинство из них. Но я все же посылаю к вам братьев, а то как бы ни оказалось, что я хвалил вас за это напрасно. Я вам уже говорил, вы должны быть готовы. Не то, что вдруг придут со мной македоняне, а вы не готовы. Вот опозоримся мы, а о вас я уже и не говорю. А все из-за того, чтобы мы были в вас так уверены. Я решил, что нужно просить братьев прийти к вам заранее и заранее подготовить обещанный вами дар. Тогда он будет действительно добровольным, а не добытым уловками. Павел использует еще один синоним слова «харис». Это слово звучит как «елогея». Елогея буквально означает «доброе слово», «благословение». И это слово означает не только доброе слово, это означает доброе дело. Если мы благословляем, мы что-то делаем. Доброе слово – это доброе дело. Слово и дело не расходятся. Павел продолжает. 6 и 7 стихи – центр нашего отрывка. Помните, кто скупится на семена, у того урожай будет скуден, а кто сеет щедро, вот он повторяет то же самое слово «юлогев», здесь в смысле щедрости. И урожай соберет щедрый, опять то же самое слово «юлогия». Пусть каждый даст, сколько ему подскажет сердце, но без уныния и без принуждения. Ведь Бог любит дающего с весельем. Павел заканчивает свое обращение в церковь в Коринфе такими словами. Он, то есть Бог, в силах одарить вас всякими дарами, слово «харис» снова встречается у нас, в избытке, всякими дарами, в избытке, и тогда у вас всегда и всюду будет все необходимое, и еще с избытком хватит на любое доброе дело. Как сказано в Писании, щедрой рукой раздал он бедным, благодеяния его памятны будут вовек. Здесь цитата из Псалма 111, 9 стих. «Тот, кто снабжает деятеля семенами и хлебом для пищи, снабдит семенами и вас. И он взрастит их и умножит жатву ваших благодеяний. Вы будете так богаты всем, что всегда сможете быть щедрыми, а щедрость ваша станет причиной благодарных молитв Богу за это наше дело». Потому что это ваше служение, помощь святому народу Божьему не только восполнит нехватку у них средств, но и хлынет потоком благодарности Богу. И народ Божий прославит Бога за вашу верность радостной вести о Христе, которую вы исповедуете. Ее докажет ваше служение и за щедрость, с которой вы делились с ними и со всеми остальными христианами. Они будут всем сердцем устремляться к вам в своих молитвах, потому что Бог одарил вас безмерным даром своей доброты. Харис Богу за Его несказанный дар. Благодарение Богу за Его несказанный дар. Павел начинает свое обращение с этой фразы «благодарение Богу». Он заканчивает свое обращение той же самой фразой. Он начал и завершил свое обращение в церкви в Коринфе. А сейчас мы с вами поговорим, в чем состоит замысел Павла. Вот как Павел, вот как служитель организовывал сборы средств. Для чего он собирает эти средства? Мы с вами говорили в прошлое воскресенье, что Павел начал сбор средств для того, чтобы оказать помощь еврейским верующим в церкви в Иерусалиме. Вот так вышло, что самая первая церковь в мире, церковь в Иерусалиме, которая знала еще Иисуса с его земных дней, которые слышали его слова с земных дней, под определенными обстоятельствами, не самыми веселыми, вдруг оказалась в большой бедности.
Ну, во-первых, это бедная территория была, потом бедные обстоятельства были, экономика не ахти. И еще случился ряд засух, которые привели к голоду. И вот самая зрелая, самая первая церковь в мире испытывает огромные финансовые затруднения. Павел в своих миссионерских путешествиях выходит за пределы иудейского мира, он насаждает церкви, и в основном эти церкви состоят из язычников. Между языческими верующими, то есть не евреями, и евреями определенные проблемы, определенные трения. Мы читаем в Новом Завете о том, что иудейские верующие хотели подчинить себе вот этих неиудейских верующих, они хотели сделать их евреями. А апостол Павел доносит идею о том, что если мы спасаемся по благодати Бога, через харис Бога, то языческим верующим не нужно становиться евреями. Им не нужно делать обрезание, им не нужно соблюдать кашер, им не нужно поклоняться Богу в шаббат. И между неевреями и евреями была большая пропасть, и культурная, и языковая, какая угодно. Антисемитизм – это не явление последних дней, это не то, что происходило во время Второй мировой войны, это не то, что происходит сейчас в цивилизованной Европе. Антисемитизм был всегда, и иудеи в каком-то смысле были вызовом для языческого мира. И вот сейчас Павел обращается к языческим верующим с призывом высказать свое единство с еврейскими верующими, с иудейскими верующими. И деньги, это будет собранные деньги, должны стать видимым символом этого единства, духовного единства ранней церкви, первой церкви. Что это означает для церкви Воскресения Христова? Мы с вами также пытаемся выстраивать единство. Наша церковь состоит из самых разных людей. Сейчас в этом зале присутствуют люди из разных культур, разных стран, разных языков. Среди нас сейчас есть американцы, есть канадцы, есть немцы, есть узбеки, есть уйгуры, есть русские, есть украинцы, есть корейцы, есть казахи. Казахи казахоговорящие, казахи русскоговорящие. Я не знаю, что они все чувствуют по отношению друг к другу, но мы с вами представляем собой единый народ Бога. Мы с вами представляем единый народ Бога. И то, что мы с вами собираемся сделать, построить новый дом для нового поколения, это соединит многокультурную, многоязыковую Алмату в этом проекте. Мы не хотим строить этническую церковь, мы хотим строить городскую, многонациональную, многоязычную церковь, и желательно, конечно, в верхнем районе города. Это наше видение. Павел начинает свое обращение с ясного видения. У нас должно быть ясное видение, зачем нам нужно тратить на это деньги, зачем нам нужно вынимать из своего кармана что-то. Второе, о чем говорит апостол Павел, о том, что нужно время. Он дает время верующим в Коринфе приготовиться, потому что спешка нужна только для ловли блох. Щедрость спешки не любит. Если у вас есть приступы щедрости, обратитесь к супругу сначала, а потом уже к терапевту. Нужно время для размышления, для молитвы. Знаете, я не устаю брать деньги. Давать деньги для меня проблема. Мне нужно себя приготовить. Я очень такой медленный на подъем. Чтобы мне дать кому-то деньги, на что-то деньги, мне нужно много-много времени. И я умоляю вас, не давите на меня, если вы хотите. Третий момент, который очень важно для того, чтобы подготовить щедрость нашу, это верность. Нужен вотум доверия.
Если мы собираем деньги, то должна быть какая-то группа людей, которые доверяют. Которые доверяют. И Павел представляет комитет из 3 проверенных братьев. Один из них назван, он глава комитета, он личный посланник апостола Павла по имени Тит. А 2 других не представлены по имени, но у них хорошие рекомендации. Очень важно, чтобы была структура доверия. Если мы имеем дело с деньгами, то в церкви должна быть структура доверия. Мы с вами недавно праздновали 28 лет служения Церкви Воскресения Христова, и я мог бы сейчас начать с того, чем бы я похвастался за эти 28 лет. И самый большой предмет моего хвастовства за эти 28 лет – это вы, это люди, которые сюда приходят. Но самое главное – это люди, которые являются сейчас старейшинами этой церкви. У нас, наверное, самый лучший совет старейшин за эти 28 лет. Просто необыкновенное благословение. У нас самый лучший бухгалтер за эти 28 лет. Правда, Татьяну Ивановну я нанял в далеком 2002 или 2003 году, так что за 20 лет я имел возможность просто убедиться в ее невероятной честности, надежности. У нас замечательные женщины, которые считают наши деньги. Спасибо вам, Эльмира, за ваше служение. У нас есть надежные люди. Без таких надежных людей сбор средств просто нереальный. Я вам хочу рассказать историю Давида 21 века. Он себе принял такое имя, его настоящее имя Ян Гичо, а он себе прибавил имя Давид. Невероятный, легендарный человек. Еще он гремел 10 лет назад, 15 лет назад. Он так называемый отец ячеечных церквей. Его церковь в Сеуле была самой большой, и, может быть, до сих пор является самой большой церковью в мире, 830 человек. Это на пике своего успеха. О нем писали, о нем говорили. В этой церкви только одной было 400 пасторов, 500 миссионеров. И история, как история Давида, она должна начинаться хорошо и не очень хорошо заканчивается. Если Давида погубила женщина, то этого нового Давида погубили деньги. Это женщины и деньги, это такой очень тяжелый момент для Давидов. В течение многих лет многие сотрудники, многие старейшины Ян Гичо, они ему пытались сказать, что он делает что-то не то. Он, как помните, в «Кавказская пленница», ты не путай свою личную шерсть с государственной. Они пытались ему сказать, что он начал путать личную шерсть с церковной шерстью. Но он их не слушал, потому что он был основателем, он был хозяином, он был не подконтрольным никому. И в конце концов, после большого собрания, когда 30 старейшин обвинили его в коррупции, через год было судебное разбирательство уже на государственном уровне. И его осудили, ему дали срок 3 года условно с выплатой похищенных средств. Он похитил $12 миллионов. На что шли эти деньги, в основном 12? У него был сын бизнесмен, у которого была компания. И чтобы поддержать любимого сына, он использовал церковные деньги, чтобы покупать акции компании своего сына в 3 раза дороже. Любит он своего сына. Что ради ребенка не сделаешь? Слава и скандал. И до конца своей жизни он так и не признал. Он до конца не признал свою вину, он не взял ответственность за это. Он не так давно умер. Мне очень жаль этого человека. Просто откровенно жаль. И все, чему я лично научусь из этой истории или хочу научиться, это не быть как он. Это предупреждающий пример. Не стремиться быть бесконтрольным хозяином этой церкви. Необходимо выстраивать структуры доверия, необходимо выстраивать намеренно
структуры подотчетности, прозрачности финансовой. Нет ничего плохого в вопросе, на что вы тратите деньги, наши деньги. Так что не бойтесь, спрашивайте, подходите, вот я вам дам. Я не хочу публиковать это каждую неделю, там, чтобы вот, не вызывать ненужных вопросов, но если у вас есть вопросы, подходите, я вам отвечу, на что наши деньги уходят. Вторая часть стратегии подхода Павла. Он нам рассказал о том, как готовиться к щедрости, как щедрость готовится. Теперь он представляет нам основные принципы щедрости. Это центр всего отрывка, 6-7 стихи. Павел говорит, каким образом выглядит щедрость ради Бога. И он дает 3 характеристики щедрости ради Бога. Щедрость ради Бога добровольна, щедрость ради Бога всегда довольна, и щедрость Бога дисциплинирована. Щедрость Бога добровольна, довольна и дисциплинирована. Что означает добровольно? Павел говорит о том, что жертвуйте по желанию своего сердца. Вот какое желание моего сердца? Вот как измерить мою щедрость? Я хочу вам сразу сказать, что в Новом Завете нет ни одного отрывка, который говорил бы, сколько нам нужно жертвовать. Все эти разговоры о десятинах являются, ну скажем так, преувеличениями. Это ветхозаветные принципы для ветхозаветного Израиля, для народа Божьего. 10% это не закон, это ориентир. Проверьте свою щедрость. Проверьте свое сердце, к чему оно расположено. Если 10% для вас это вот сумма, которая разрушит весь ваш семейный бюджет, пустит вас вот голым, ваших детей выбросит из университетов, не надо этих денег. Вот просто не надо. Вот деньги, которые вы даете под давлением, вот из чувства долга, не надо. Но проверьте свое сердце. И если вот мы щедрые, это все равно должно вызывать какой-то дискомфорт. Щедрость всегда связана с дискомфортом. Если мне легко давать, то чаще всего я даю очень мало. Если меня это как-то вот немножко выводит из себя, то вот тут-то я но я делаю это добровольно. И я доволен. Это тоже один из тестов на настоящую щедрость ради Бога. Если мои пожертвования в церкви вызывают у меня раздражение, я просто этот проповедник на меня наседает, лидер домашней группы наседает, все на меня наседают, ты даешь. И я даю, и у меня раздражение. Я просто устал, сколько этих дармоедов кормить. То не надо этих денег. Настоящая щедрость ради Господа, она всегда довольна. Сколько бы я ни дал, я останусь довольным. Я остаюсь довольным. Настоящий щедрый человек, он доволен. Вот чем отличается щедрость от расточительности? Как вы думаете? Расточительность больше похоть о себе. Это потратить или жертвенность, это ради блага других. Я не знаю, как у вас, я тайный шопоголик. Я держусь, читаю там всякую там Новый Завет, литературу стоиков, и я себя воображаю минималистом. А потом раз на меня что-то давит, и я пришел в хороший магазин, и меня прямо как сносит крышу. Сам момент покупки вещей дает мне это чувство контроля, что я чего-то в жизни добился. Это расточительство. Я понимаю, даже не на следующий день, через час, как я прихожу домой, мне хочется все это сдать обратно. Зачем мне это надо? Наша щедрость ради Бога должна быть добровольна, она должна быть довольна, и она должна быть дисциплинирована. В первом послании к Коринфянам апостол Павел начинает эту подготовку и говорит:
еженедельно, в первый день недели, это воскресный день, в день воскресения Господа, откладывайте на это доброе дело. И вот весь, опять же, мой маленький опыт говорит о том, что если я вот даже сделал решение на что-то жертвовать, и я это откладываю до последнего, то в самый последний момент со мной случается вот какая-то непредвиденная штука, вот падает метеорит там, или еще что-то, мне нужно срочно деньги, и я эти деньги так и не даю. Апостол Павел говорит, нужна дисциплина. Если сделал решение быть щедрым еженедельно, вот просто возьми и положи. Это вопрос духовной дисциплины. Итак, принципы щедрости. Как мы узнаем, что наше сердце является щедрым ради Бога? Это добровольно? 10% это ориентир, а не закон. Довольно мы испытываем радость, а не раздражение. И щедрость ради Бога дисциплинирована. Мы щедро жертвуем постоянно, а не вот приступами. Вот охватил меня приступ щедрости. Вот я хотел бы вас уберечь от приступов щедрости. Пусть ваша щедрость будет постоянной. Я хотел бы привести вам еще одну историю, еще одного пастора. Он, возможно, не такой был вот плодовитый, как Йонги Чо. Его церковь не такая вот большая, не 800 тысяч человек, гораздо меньше, такая скромная, в 25 тысяч человек. Каждое воскресенье там собираются в Калифорнии люди поклоняться. И Рик Уоррен, так зовут этого пастора, он создал эту церковь, и он умудрился написать сначала одну книгу, а потом другую. Первая книга называется «Целеустремленная жизнь», вторая книга называется «Целеустремленная церковь». Между нами не говорите вот Рику, книги так себе. А через 20-30 лет о них забудут. Но что он смог сделать? Он хорошо организовал маркетинговую кампанию по продаже этих книг, по продвижению этих книг. Потому что в церкви в Калифорнии у него был один из ведущих специалистов по этому делу. И так хорошо было это организовано, что книга попала в список Forbes по самым продаваемым книгам. Он напродал этих книг уйму. Он попал на обложки всех журналов. Книги были напечатаны на 50 языках, 32 миллиона изданий. Вот посчитайте, сколько ему перепало. Заработал он невероятную кучу средств. Но самое интересное, что он сделал с самого начала решения с женой. Вот еще раз подчеркиваю, самое главное здесь с женой. Они решили жить по принципу обратной десятины. 10% на жизнь, 90% на дело Господа. Вот это так они как бы решили. Ну, кстати, чем больше заработок, тем легче жить по такому принципу. Чем ниже заработок, тем тяжелее жить по этому принципу. Они также сделали решение вдвоем, еще раз хочу сказать, вдвоем. Это вот не какой-нибудь Лев Толстой, который отдавал свои имения и крепостных, не посоветовавшись с родственниками. Они решили не изменить образ жизни. И они продолжали жить в том же самом доме. Вот они не переехали вот во дворец, вот чтобы любоваться видами заката. Знаете, вот это наша вот природная бедность. Мы вот ютимся, потом раз упал мешок с деньгами, и мы все. Вот наша единственная вот мечта по реализации – это вот 8-этажную какую-нибудь башню построить нашего имени. Он решил в тех же самых костюмах ходить. Вот. Я думаю, что он так же, как и любой из нас, боролся со своим шопоголизмом. Он сделал это решение. И он также сказал, мне не нужна зарплата от церкви. Денег навалом. И затем они решили вернуть всю зарплату за 25 лет. Вот о себе скажу, не дождетесь. Я вам... Вряд ли. Но вот если мешок только упадет. И вот после всего этого у него осталось все равно 10-15 миллионов. Даже после всего этого.
И вот мне было интересно читать в чатах, вот, что были критики, сказали, а почему он и последние эти 10-15 миллионов не отдал? Вот жадный, а! И последний момент, о котором я хотел бы с вами поговорить, о котором говорит апостол Павел, это последствия щедрости. Мы говорили о подготовке щедрости, мы говорили о принципах щедрости. Сейчас мы поговорим о последствиях щедрости. Апостол Павел называет два основных последствия щедрости. Первое последствие – это благословение Бога. Бог благословляет щедрых праведников во всем. И слово «во всем» буквально означает «во всем». Это не только духовные благословения, это не только хорошее настроение, это не только хороший сон. Это материальные средства, это включает в себя и материальные средства. Опять мы можем говорить, что в разные экстремальные времена, в разных ситуациях верующие могут быть очень бедными, как это было в первом веке в церкви в Иерусалиме. Но как общее правило, щедрые и благочестивые люди чаще всего не самые бедные люди на земле. Бог дает им возможность. Щедрость – это наша инвестиция в других людей. Щедрость – это наша инвестиция в будущее. Бог благословляет и духовно, и материально. И второе последствие нашей щедрости – это поток благодарности. Поток благодарности от других верующих. Они становятся свидетелями щедрости Бога. Бог утешения дает им ободрение через нашу щедрость. Мы становимся свидетелями щедрости Бога в действии. Вот как вы реагируете, когда вы действительно видите действительно щедрого христианина? Вот какая ваша реакция? Ну, кроме зависти. Молодец. Молодец, молодец. Поток благодарности. Когда я вижу щедрых людей, когда я вижу по-настоящему щедрых людей, у меня поток благодарности. Я вам могу сказать, что я не смог бы сделать то, что я сделал в своей жизни, если бы не щедрые люди. Я не смог бы учиться, я не смог бы приобрести свои дипломы без щедрости других. И люди платили за мою учебу, не я платил. Так что я являюсь свидетелем щедрости. Эта щедрость поменяла мою жизнь. И я хотел бы, чтобы я был бы точно таким же щедрым человеком, и моя щедрость меняла вашу жизнь. Я месяц назад был в самой южной точке Казахстана. Это прямо на границе с Узбекистаном, называется Джетысай. В церкви пробуждения, церковь пробуждения. У нас, между прочим, в церкви на первом собрании девушка из этой церкви. Вот так что, если что, я отправляю к ней, она подтвердит, я не вру. Вот моя история совершенно правдивая. И мы были в этой церкви месяц назад, огромное помещение, большой-большой участок. И эта церковь, собственно говоря, наследство. Вот это помещение – наследство от немецких христиан, которые были сосланы в 1957 году в Казахстан. Казахстан был местом ссылок. Ссылали ингушей, чеченцев, корейцев, ссылали немцев. И как только эти немцы, меннониты и баптисты обжились, через 10 лет они построили себе замечательное помещение церковное. А потом мы знаем, в 90-х годах немцы начали разъезжаться, возвращаться на свою историческую родину, и они не продавали это помещение, они передали это казахстанским братьям и сестрам. И до сих пор в этой церкви идут служения. И до сих пор в этой церкви звучат слова благодарности этим немецким верующим. Вот то, что мы хотим с вами сделать. Нас, может быть, не будет здесь через 10, 20, 30 лет. Но если нам удастся совершить этот проект, те, кому сейчас 10, 15, 20 лет, будут благодарны нам. Будет звучать поток благодарности за то, что мы сделаем. Апостол Павел напоминает во втором послании к Коринфянам, не дети собирают для родителей.
родители собирают для детей. И когда мы будем с вами думать, размышлять о жертвенности, давайте не думать, а что вот эти там 15-летние, 20-летние дают или не дают. Они не должны давать, у них денег нет. Я обращаюсь сейчас к людям, работающим, чтобы мы дали эти средства для них. Когда они вырастут, они будут благодарить нас. Итак, какие мы уроки о щедрости с вами узнали? Как щедрость в действии проявляется? Подготовка к щедрости. Нам нужно ясное видение, нам нужно время и нам нужны верные люди. Какие же принципы щедрости? Щедрость ради Бога можно описать, что она добровольна, довольна и дисциплинирована. И третье, какие последствия щедрости? Это благословение Бога. Мы испытываем благословение Бога, как духовный, так и материальный. И звучит благодарность народа Божьего за нашу щедрость. Это все, о чем я хотел сказать. Но последнее, о чем я не хотел бы тоже умолчать, это щедрость, наша щедрость, это не только наличные. Я не хотел бы, чтобы у вас создалось впечатление, что щедрость ради Бога измеряется только наличными, Каспий. У нас есть время и энергия, у нас есть дары и навыки, у нас есть, в конце концов, закрома и сусеки. Закрома и сусеки, дары и навыки, время и энергия. У нас готовится рождественская ярмарка для нового дома. Все средства пойдут на наш строительный проект. И я хотел бы, чтобы это была не последняя ярмарка. На этой ярмарке будут поделки. Если у вас есть таланты, например, что-то делать, что-то там, эти открытки Тори уже проявила инициативу, добро пожаловать, у нас есть, может быть, другие возможности, у вас и профессиональные навыки, и дары какие угодно, закрома и сусеки. В этот раз мы не будем там иметь дело с одеждой, например, мы не будем там устраивать гараж-сейл какой-нибудь или еще что-то, а может быть мы устроим в будущем гараж-сейл. Но только, что такое гараж-сейл? Это есть у вас вещи, вы приносите тем, кому нужно, они покупают, и это идет на это. Но на такие гараж-сейлы, если мы будем это делать, помните одно, как выбрать вещь на гараж-сейл? Если вы сомневаетесь, что делать с вещью, которую вы приобрели в приступе шопоголизма? Продавать ломы, отдавать жалко. Принесите эту вещь. Если у вас такая дилемма, сколько раз ее одеть, прежде чем сделать из нее тряпочку? 2 раза или 3 раза? То лучше не приносите, оставьте себе эту хорошую тряпочку. Так что, друзья мои, впереди нас ждут незабываемые месяцы, может быть и годы, где мы проявим щедрость ради Господа. Я хотел бы ободрить вас и разделить это приключение с нами. Без доната трудновато.